Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о сиамской кошке. Что мы знаем о ней? Сиамская кошка считается одной из самых известных пород, живущих в нашем мире. Это грациозное создание просто поражает своей гордой осанкой, запоминающимися бездонно-голубыми глазами и уникальным окрасом. Кто-то скажет, а точно ли это сиамская? Кто немного разбирается, подумает, что она больше похожа на ориентала, что мы сиамскую кошечку не видели. И она другая. И действительно, многие сиамок часто путают с тайками. И еще говорят, злющие они и злопамятные. И почему окрас такой необычный? Все кошки как кошки, а тут целая королева, еще и с голубыми глазами. Темные чулочки добавляют облику кошки стильности, а маска таинственности. И еще найдется много вопросов к этой красавице. Вот поэтому здесь и сейчас мы и поговорим об этой кошечке в роскошных носочках и нарядной маске. Поехали! А начнем мы с истории. Эта порода одна из наиболее старинных. Кошки, похожие на сиамских, обитали в Юго-Восточной Азии более 500 лет назад. Еще в середине 14 века изображение королевской сиамской кошки цвета слоновой кости с темными поинтами появилось в манускрипте «Книга придворных художников», созданном в Аюте, столице Сиама. А это древнее название Таиланда. Таиланд, ранее известный как Сиам для всего мира, был официально переименован только в 1939 году. Такие кошки считались особо ценными, они жили во дворцах королей и храмах. Существует легенда о том, что тайские принцессы нанизывали кольца на загнутые хвосты своих кошек, а кошки загибали хвосты к спине, дабы не растерять драгоценности. По другому преданию, сиамские кошки охраняли ценнейшие вазы в древних храмах, где их приютили. Обмотав хвосты вокруг ваз, кошки не сводили с них пристального взгляда. От этого у них развились косоглазие и загнутый хвост, признаки, которые были характерны для первоначальных вариантов породы. Изначально у сиамских кошек действительно было косоглазие и надломленный кончик хвоста. Это объясняется родственными браками, так называемым инбридингом. Только намного позже английские заводчики посчитали, что такие дефекты необходимо исправить. В результате селекции получились привычные сиамские кошки с ровным хвостом и без косоглазия. Хотя нет-нет, да и встречаются еще кошечки с этими отличительными признаками. И долгое время аборигенные коты Сиама считались верхом роскоши. Такого домашнего любимчика могли позволить себе исключительно люди из самого высшего общества. Так что неважно, охраняли они вазы или колечки, или со скуки гоняли королевских мышей, с давних времен они привыкли жить лишь в дворцах и в именитых имениях. В народе этих мурлык называли никак иначе, как лунный бриллиант. И местная сиамская знать очень любила и уважала своих питомцев, и демонстрировать или более того делиться ими с другими народами не спешили. Европейцам выпала честь впервые лицезреть чистокровных сиамских кошек появилась лишь во второй половине 19 столетия в Англии. Это был Эдвард Бленкоу, генеральный консул, один из самых богатых и влиятельных жителей Туманного Альбиона. Ему подарил племенную пару сиамских кошек не кто-нибудь, а его величество король Таиланда. В современной истории породы фигурирует множество вип-персон. Среди французов первыми поклонниками сиамских кошек был дипломат Агюст Пави и даже родная племянница президента Карно, а первая в современной истории описание породы принадлежит члену Санкт-Петербургской академии наук Петеру Паласу, который еще в 1793 году упомянул в своих рукописях белых кошек с темными конечностями, обитавших в Азии. На выставках сиамские кошки неизменно представляются с 1872 года. Тогда в лондонском Кристал Пэласе большим успехом пользовался сиамский кот, принадлежавший Дороти Невилл, которая, возможно, и была первой заводчицей этой породы. В конце 19 века королева Виктория, питающая страсть к сиамским кошкам, посетила первые выставки, что, конечно же, сказалось на невиданном росте популярности этой породы в стране. В
1901 году был организован британский клуб сиамских кошек, а в 1902 на нее утвержден стандарт. По стандарту тех лет кошки, имеющие залом хвоста и косоглазие, дисквалифицировались и не имели права дальнейшего разведения. Вскоре сиамские кошки появились и в других странах Европы и США. Внешне они отличались от современного типа сиамов. Они были более короткими, с неровным профилем и округлой головой. Первым известным окрасом сиамов был силпойнт. Темно-коричневые или черные отметины при бежевом корпусе. Именно это был королевский окрас. В 30-е годы был признан блю-пойнт, а позже шоколад или лак-пойнт. В 1950-60-х годах, когда популярность сиамских кошек росла, многие заводчики и судьи выставок стали отдавать предпочтение более стройным, на их взгляд, кошкам. В результате нескольких поколений селекционного разведения создали все более длинных, тонкокосных и узкоголовых кошек. В конце концов, современные выставочные сиамы стали чрезвычайно удлиненными, с худощавым трубчатым телом, длинными стройными ногами, очень длинным и очень тонким хвостом, который постепенно сужается к концу, и длинной клиновидной головой, увенчанной чрезвычайно большими, широко посаженными ушами. Именно тогда был принят новый стандарт сиамской кошки. И к середине 1980-х годов кошки оригинального стиля практически исчезли с выставок. И все же некоторые заводчики стремились сохранить классический облик королевских сиамских кошек. Их усилия привели к тому, что в настоящее время нам известны две разновидности животных одинакового окраса и происхождения, но отличающиеся некоторыми особенностями конституции. Современная классификация различает две породы кошек: современные стандартизированные сиамские кошки выставочного стиля и традиционные сиамские или тайские кошки. Идеальная тайская кошечка – это кошка средней величины, крепкого, но элегантного типа с округлым телосложением, с хорошей мускулатурой и головой в форме яблока. Сапфировые глаза редко бывают миндалевидной формы. Почти круглые они даже при сохранении заостренных уголков недостаточно узкие. Иногда такую форму называют лимоновидной. И долгое время сиамская и тайские породы разводились как две ветви внутри одной породы. И лишь в 1990 году был создан отдельный стандарт. Тем не менее, тайцы буквально до последнего времени развивались лишь стараниями отдельных заводчиков, без связи с крупными фелинологическими системами. То есть тайцы, получается, это достаточно новая, если по документам, и в то же время древнейшая порода кошек, родоначальница сиамов. Еще в процессе селекции сиамов далеко не все котята были голубоглазыми и соответствовали стандарту. Упоминание о полностью окрашенных сиамах встречается уже в 1903 году в очередном издании «Британики». Однако споры о праве однотонных восточных кошек на существование, а главное участие в выставках, продолжались еще добрых 20 лет, и окончились они, увы, приговором. В 1923 году британский клуб любителей сиамских кошек с сожалением известил фелинологическую общественность о своем нежелании развивать и поддерживать никаких иных разновидностей породы, кроме голубоглазых гималайского окраса. Глаза зеленые? Все, ты не сиам. А если забыл сапоги и маску, как у Фаренвайта? Гуляй, Вася. И это была уже другая история. Это было начало развития ориентальной породы кошек. Дальнейшая судьба ориенталов развивалась окольными путями, через создание породных вариаций, ныне считающихся самостоятельными породами. Речь идет о Гавана Браун восточных кошках шоколадного окраса и Фаренвайт белых сиамов. После того, как Фаренвайты в 1974 году, а Гаваны в 1978 году получили окончательно утвержденные стандарты, американские заводчики решили, что иные однотонные окрасы ничем не хуже и также имеют хорошие перспективы для развития. Первый предварительный стандарт будущей ориентальной породы разрабатывался еще в 1958 году, но в конце 70-х была развернута целая кампания за их признание, и она оказалась успешной. В 1977 году порода была официально признана. Еще 20 лет потребовалось на то, чтобы присвоить законный статус ориенталам биколорных окрасов. Так что ориентальная короткошерстная – сестра по крови сиамских кошек.
По сути, это одна и та же порода, отличающаяся только окрасом и цветом глаз. Не случайно некоторые мировые фелинологические системы, включая ВЦФ, относят и тех, и других к специальной группе Сиама ориентальной. И это еще что? Человеку, любящему эксперименты, их оказалось недостаточно, и он стал скрещивать представителей этой группы с другими различными породами. Гималайская кошка явилась результатом союза персидской и сиамской кошечки. Бирманская кошка имела тех же родителей, иным было лишь сочетание их генов. Невская маскарадная. Российские заводчики скрестили сибирскую кошку и сиамскую, получив еще одну длинношерстную породу. Балийская кошка или балинес была выбракована из помета сиамских кошек за длинную шерсть, но вызвала интерес у других заводчиков. Сноушу появилась в результате брака сиамцев с американской короткошерстной. Дословное название переводится как «белые туфельки». Это из-за того, что животное словно одето в симпатичные симметричные белые носочки. Саванна – редкая порода кошек с уникальным гепардовым окрасом, появилась от папы сервала и сиамской кошечки. С породами немного разобрались. Ну что ж, поговорим о цвете. Все-таки, почему у сиамов такой окрас? Причем, если кто не знал, все сиамские котята рождаются абсолютно белыми. Явление на первый взгляд действительно странное, но вполне успешно разъясненное наукой. У сиамов и близкородственных кошек с таким же окрасом свои генетические особенности. Речь пойдет о поинтовом окрасе. Его еще часто называют сиамским или color point. Во-первых, что значит поинтовый? Поинты – это точки на теле кошки. В данном случае голова, лапы и хвост. Поинты окрашиваются ярче остального тела, когда от отца и от матери котенок наследует особые гены. Эти гены рецессивны, то есть их носительство не видно. Поэтому поинтовые котята могут родиться и у кошек обычного окраса, если те окажутся носителями таких генов. Под воздействием этих генов сильно снижается поступление пигмента в волоски на участках тела с высокой температурой. Чем выше температура на участке тела, тем волоски светлее. Чем ниже температура, тем больше пигмента поступает в волоски и тем они темнее. У кошек голова, лапы и хвост холоднее остального тела, поэтому у кошек поинтового окраса эти части темнее. Так все-таки почему такие котята рождаются равномерно окрашенными и почти белыми? Тоже от температуры. У мамы кошки внутри очень тепло. Температура тела кошки составляет 38,5 градусов. И температура тела котят высокая и равномерная. Поэтому они получаются равномерно светлыми. А вот после рождения поинты начинают немного остывать. И постепенно с ростом волосков проявляется настоящий окрас котенка. А еще эти гены способствуют осветлению цвета глаз. Поэтому, как правило, у кошек сиамского окраса голубые глаза. Более того, шерсть сиамов подстраивается под температурный режим и может светлеть или темнеть в зависимости от условий среды. Такая особенность называется акромеланизмом. А что касается известного косоглазия, это вовсе не миф. Виной всему также акромеланизм сиамской породы. Кратко говоря, гены альбиносов поменяли работу зрительного нерва и нарушили правильную работу бинокулярного зрения. Голубые бездонные глаза кошек еще и усилили эффект. Если хозяину сиамской красавицы показалось, что его кошка косит, то ему не показалось. Ну хорошо, с этим все понятно. Так а что у них с характером? Слухи ходят, если не покусает, так поцарапает. Давайте о характере. Действительно, некоторые люди утверждают, что сиамы – злобные, мстительные и агрессивные кошки. Но все-таки не следует обобщать. Каждая кошка, как и человек, обладает своей индивидуальностью. Да, характер у сиамов своенравный. Они обладают чувством собственного достоинства и считают себя хозяевами в квартире, несмотря на то, что оплачиваете ее вы. Это чрезвычайно свободолюбивые представители семейства кошачьих. Они никому не позволят помыкать ими, хотя на доброе обращение отвечают лаской. Кошки интуитивно чувствуют отношение хозяина к ним и, соответственно, к нему и относятся. Их может обидеть ваш грубый тон или недовольство, поэтому не следует беспричинно ругать питомцев или повышать на них голос.
Кошки могут проявить агрессию, как и любое другое животное, но только в ответ на ваше неправильное поведение. Например, сиамская кошка просто не выносит, когда ее постоянно дергают, пугают, повышают на нее голос и таскают на руках без ее на это согласия. И когда все это происходит, сиамская кошка становится очень раздражительной, а порой и агрессивной. Из этого следует вывод: эта порода плохо подходит для семей с маленькими детьми. Но взрослые должны объяснить детям, что своенравные сиамцы – это не игрушки, их не нужно тискать, таскать за хвост, силой удерживать. Кошки не любят подобное отношение к себе, могут пустить когти и зубы. Сиамские кошки любят людей, но своих, и к чужакам относятся настороженно. Кошки могут не оценить попытку гостей установить с ним тактильный контакт и ответить агрессией на простую попытку погладить. Да и хозяева сиамов говорят разные вещи. У всех на нее счет есть свое особое мнение. Кто-то будет считать ее агрессивной и опасной, кто-то преданной и дружелюбной, кто-то отличной охотницей, а кто-то не охотницей, а настоящей террористкой. Да что говорить, все домашние животные даже одной породы разные. Но точно одно: сиамская кошка – это кошка, не оставляющая никого равнодушными. На самом деле сиамская кошка – это прекрасный, чуткий, любящий друг, который всегда будет встречать вас у дверей и сидеть рядом с вами, когда вам тяжело. Сиамская кошка отлично улавливает настроение своих хозяев и старается подстроиться под него. Эти киски очень болезненно переносят одиночество и просто счастливы, когда любимый хозяин дома. Еще сиамские кошки очень любопытны, но при этом осторожны. Что бы вы ни делали, питомец будет внимательно наблюдать за вашими действиями со стороны. На мордочке написано такое выражение, как будто она все понимает, вот только сказать не может. Хотя как посмотреть, сиамцы обладают не только громким, но и выразительным кошачьим голосом. Они отличаются особой разговорчивостью, а некоторые специалисты даже считают сиамцев самой общительной породой кошек. Поэтому не удивляйтесь, когда на вашу брошенную вскользь реплику о ее поведении сиамская кошка ответит длительной виноватой тирадой мяуканий. Понимаю, мол, виновата, но обстоятельства вот заставили. Искусно используя голосовые связки, они могут мяукать с разной тональностью и тембром, меняя интонации. Поэтому иногда возникает ощущение, что они действительно что-то говорят. Вот только мы их, к сожалению, не понимаем. Возможно, хотят поиграть, а возможно и покушать. Очень важным для здоровья питомца является правильно составленный рацион кормления. Некоторые владельцы предпочитают уже готовые сухие корма, ведь там имеется весь необходимый набор витаминов и минеральных веществ. Другие же считают, что именно натуральный тип кормления является правильным и поможет животному оставаться здоровым и красивым и продлить годы его жизни. Если вы относитесь ко второму типу и являетесь сторонником натурального питания, нужно правильно составить меню. И главным продуктом считается мясо, и желательно не жирное. Рацион питомца можно разнообразить небольшим количеством каш, яичным желтком, сливочным маслом, различными овощами. Если питомец не отказывается, изредка его можно угощать и фруктами. Также сиамы очень чистоплотные и аккуратные, и эта особенность значительно упрощает уход за ними. Уход за шерстью сиамов – одно удовольствие. С большой частью они справляются самостоятельно. Для того, чтобы избавить вашего домашнего любимчика от отмерших шерстинок, вам не придется ежедневно его расчесывать. Более чем достаточно будет убирать все ненужное с помощью специальной резиновой перчатки примерно один раз в неделю. Если таковой под рукой не оказалось, то можно погладить вашего друга влажной ладонью, и этого будет довольно. Что касается купания, то, во-первых, коты из Сиама принимать ванну не очень-то любят, а во-вторых, не нужно лишний раз подвергать их чувствительную кожу и шерсть воздействию моющих средств. Все дело в том, что от шампуней страдает качество шубки и, соответственно, ее внешний вид. Из ухода регулярно чистим ушки в целях профилактики тугоухости. Время от времени необходимо протирать питомцу глазки ватными дисками. И смотрим, в порядке ли зубки. У сиамцев зубной камень формируется в 2 раза быстрее, нежели у представителей других пород. И время от времени посещаем ветеринара. Лишним не будет. Сиамская кошка не подойдет для всех и каждого. Она не будет скромно сидеть в уголке и ждать, когда на нее обратят внимание. Она первой проявит инициативу и даст понять, что ей требуется. Эта кошка настоящий цветок, который раскрывает свои лепестки только в присутствии хозяина и хорошеет день ото дня, общаясь с ним. Если вы можете уделить достаточное количество времени и вас не будут раздражать ее подвижность и мяуканье, смело отправляйтесь за четвероногим другом.
Сиамская кошка – это порода, которая сочетает в себе уникальную внешность и интересный характер. Сиамская кошка – это порода с богатой историей и уникальным внешним видом. Она завоевала сердца многих людей своей красотой и характером. Эти самодостаточные и независимые животные способны на настоящую любовь и преданность при хорошем к ним отношении. Да и как все кошки требуют внимания и могут стать преданными и забавными спутниками для тех, кто готов предложить им любовь и заботу. И вы поймете, что нет преданнее друга, чем сиамец, выращенный в любви и ласке. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.